Всем приветики! С вами Милис и давно не виделись. Я рада, что вы пришли на мой каналчик, и давайте сегодня посмотрим на новую игрушку под названием Сибирь. Мир до, кажется, память прошлого, да. Так что не затягиваем, не забудь свой лайкосик царский, подписочку на канал, и у меня есть сервер в Дискорде. Ссылочка внизу в описании. Приятного просмотра! Поехали! Такс, а что нажать? Ага. Так, Вагин, музыкальный квартал, весна 1937 года. Девушка спешит по улицам Вагина, столицы небольшого европейского государства. Ее имя Дана Роуз, и она должна прибыть вовремя на крайне важное для нее мероприятие. Посвящается светлой памяти Бенуа Соколя. Наверное, примерно по-французски я и прочла так. Сегодня я впервые буду играть на геймпаде, и я хочу попробовать понять, что это и как. Так что, если буду тупить, извините. Мой первый опыт с этой штучкой. Бенуит Сокау. Это что за робот такой? Так, надеюсь, меня нормально будет слышно. Я чуть-чуть отодвинулась. Так, это наша главная героиня. Прям описание я не увидела. Описание таково, что мы будем играть за девушку, которая будет путешествовать по миру и управлять временем, разгадывая всякие загадочки, по-моему. Что-то напоминает Шерлока Холмса мне это. Сибирь. Память прошлого. Так, используйте левый мини-джойстик для передвижения. Вот. Надо Отлично. спешить. Фрау Бекман будет ждать меня на площади, в начале главной улицы. Хорошо. Так вот оно как. Здесь есть озвучка, и это классно. Сегодня важный день, да? Да. Боюсь, что так, Гербаумгартнер. Добраться до главной площади. Хорошо. Очень непривычно. Очень непривычно. Так, что это? Можно с цветочком как-то взаимодействовать? Зажмите, чтобы двигаться быстрее. Ага. Стоп, взглянуть. Похоже, они уходили в спешке. Боже мой, должно быть, они все ждут меня на площади. В смысле? А ты какая-то шишка, что ли, что и все тебя ждут на площади? Ну, давай пробежимся. Побочные задачи. Во время приключений иногда вы будете получать побочные задания. Вы не обязаны их выполнять, но если вы все же справитесь с ними, то получите интересный дополнительный контент и сопутствующие сведения. Но помните, что вы не сможете к ним вернуться, если выполните последующие сюжетные задания. Так что будьте начеку и без колебаний сходите с проторенных маршрутов. Так, отлично. Вот эта штучечка, вот эта кнопочка, это значит у нас задачки. Хорошо. Нажимаем. Задача: добраться до главной площади, исследовать гетто. На какую кнопочку? Вот еще кнопочки. Так, дневник данных.
А для начала дневника просто должно было произойти что-то важное. Важный день настал. Из всех учеников музыкальной академии выбрали меня, чтобы сыграть лебединую песню гимн Вагина на главной площади. Вчера не спала всю ночь, я просто в панике. Даже представить не могу, как я буду выступать перед всей этой толпой. Хотя какая разница? Посмотреть мое выступление можно всего за четвертак, а потому по-настоящему оценить мои старания сможет лишь малая группа людей. Так, ноты. Проверить. Значит, проверить. Осмотр предметов с разных ракурсов даст вам информацию об их происхождении или предназначении. Используйте правый мини-джойстик R, чтобы вращать предмет, а левый, чтобы перемещать указатель и выбрать... Так, примерно понимаю. Так, ага. Я могу мышкой управлять, класс. Так, это у нас что? Вот. Гимн Отлично. Вагина. Мой любимый концерт. Хорошо, приглашение, хорошо. Давай посмотрим, вот это что? Совсем неплохо. Хотя сомневаюсь, что папа сможет ее продать. А вдруг? А вот все возможно. Так, у нас-то была задача. Назад. Задача. Исследовать гетто. Это где? Вот это где? Ага. Переключаться не могу. Ладно. А здесь что-то есть? О, а здесь что-то есть. Давайте поговорим с ним. Боже мой, камень? О нет, вандалы. Вы в порядке? Мне все нипочем. Тревожно только, что это становится все хуже. Отец также считает. Не переживайте. Все, что не делается, все к лучшему. К тому же, тут давно надо было кое-что подлатать. А я откладывал. Вы знаете, кто это? Есть одна мысль, да. Объявились молодчики. Я понимаю, о ком вы. Они чувствуют свою силу только когда их много. Именно. Но такие люди могут быть опасными, когда их ведет идея. Особенно если в основе ее ненависть и неприятие иной культуры. А Вагеран они не взлюбили. Это уж точно. Давайте я сама из Вагерана. Мои родители и я в Агеране. Что ж, тогда могу лишь пожелать удачи. Непростые времена настали. Для всех нас. Впрочем, довольно грустно. Вижу у вас в руках нотный футляр. Не вы ли та юная счастливица, что порадует наш слух в этом году? Да, это я. Это я. И мне пора. Я опаздываю. Что же, позвольте я поздравлю вас сначала. Музыка — это одна из немногих отрад, что нам теперь остались. Так что спасибо вам, фройлен. Спасибо, что дарите нам радость. Не могли бы вы написать что-нибудь на моем цементе перед уходом? А я потом поставлю дату, как в Голливуде. Это ведь очень модно сейчас. Ну, я... И если, конечно, вы успеваете. Нарисовать басовый ключ, нарисовать лебедь Вагена. Мне действительно надо бежать, нарисовать инициалы. Давайте... Блин, а я вот не знаю даже... А я вот даже и не знаю, как бы... Лебедь? Ну, нет. Инициалы, да, меня потом узнают. Такой-то ключ. Давайте... Инициалы. Мы знаменитостью станем. Хорошо. Давайте. Вот здесь. Ваши инициалы? Да. Означают Дана Роуз. Что ж, Дана Роуз,
Теперь ваши инициалы увековечены в цементе. Постарайтесь прославить их своей жизнью. Благодарю вас. А теперь мне действительно надо бежать в музыкальную академию. Я послушаю отсюда. Спасибо, до свидания. Ой, как мне нравится эта озвучка. Офигеть. Так, используйте правый мини-джойстик, чтобы смотреться. Так. В чем смысл портить книги? Это просто Я низко. не представляю. В прошлом месяце тоже произошло и с магазином друга моего отца, Циммера. Даже если меня ждет фиаско, я хотя бы оставлю след для потомков. Ну, по сути, все, мы взглянули, так что можно возвращаться. Давай, обратно, беги на меня. Я бы не сказала, что Уже вот так эта поздно? ученица. Фрау Бекман убьет меня, если я опоздаю на площадь. Так, я и тут могу смотреться. О, давайте поговорим. проваливай. Таким отбросом тут не место. В смысле? Ты типа какой-то тут хороший шишка или чё? Я не поняла, что тут прикол. Национал-социалистическая партия Остроталя. Думаю, это их папа называет коричневые тени. Он Теперь считает их понятно. обычным хулиганьем, но в форме. Лучше мне уйти отсюда. Хорошо, уходим. Пока нам не дали чего-то сильного, жестокого. Давай, побежали. Почему ты по лестнице не можешь бежать? Мне вот интересно. Переступи хотя бы еще 2 ступенечки. Ну. Боже, правый. Да, это я. Но это точно не девушка. Мы уже играем за такую женщину. Так. Гутен так, фрау Бекман. А, фройлен Роуз, вы пришли? Еще пара минут, и вы бы опоздали. Прошу прощения, фрау Бекман. Меня задержали в пути. Могу я взглянуть на приглашение? В смысле, мне тут все знают, какое приглашение. Оставьте партитуры для концерта. Мне нужно ваше приглашение. Ну сейчас, подождите, я сейчас достану, секунду. Приглашение, да. А что, без приглашения мне не можешь Спасибо, взять? фройлен Роуз. Теперь запомните, выступление на ежегодном весеннем концерте – огромная честь, которой удостаиваются лучшие ученики музыкальной академии. Крайне Хорошо. важно, чтобы вы это доказали. Я постараюсь, фрау Бекман. Не дави Пианино на меня. готово. Это ваш день, Дана Роуз. Спасибо. Кажется, она давит на меня очень сильно. Мне сейчас будет трудно играть. Надеюсь, мне же не дадут ноты играть на пианине и на джойстике. Тут вообще ж можно будет удариться. Это бочка или пианино? Ого, какое. Вау. Так, вы можете сменить направление камеры, зажав правую кнопку мыши, правый джойстик. Для взаимодействия с элементами на экране перемещайте указатель левым мини-джойстиком. Прекрасно! Я не хочу играть! Так, я хочу осмотреться. Вау. Так, все они на меня смотрят. Ага. Так, это что у нас? Это что? Проверить. Пиктограмма. РТ. Вот оно, РТ. Появляется, когда вы можете переместить выбранный объект. Чтобы переместить предмет, выберите значок. Ага, зажмите РТ и наклоните левый джойстик в нужном направлении. Хорошо. Ага.
Я должна вот так вот и вот так вот сделать. Все готово. Осталось лишь раскрыть партитуру и начать. Давай. Нажми ноты. Открывай ноты. Это скорее машина для управления временем, а не пианино. Выглядит точно так. Начинаем. И буду надеяться, что это без авторских прав. Ух ты, статуя оживает. Очень интересно придумали, что с музыкой оживает статуя. Видимо, здесь очень большой механизм, и, возможно, сейчас что-то еще будет вылазить и появляться. Вот, как я и думала. И еще 3 скрип. Может, мы еще будем крутиться, как на карусели? Что, часы? Ничего себе. Боже мой. Мне интересно, а в реальной жизни есть где-то такое придумали? Сделали? Так, регион Железная тайга? Или тайна? Тайга. Соляная шахта, зима, 2004 год. Ты кто, женщина? В дневнике хранятся ваши записи о прошлых событиях. Кроме того, с его помощью можно получить доступ к задачам, а также документам и предметам, хранящимся в рюкзаке. Нажмите «Тё», чтобы открыть. Так, чё? Ага, задачи. Все, поняла. Так, задачи. В поисках Кейт Уокер. Отчеты Ника Кантина. Миссис Оливия Фостер.
Уважаемый миссис Фостер, увы, нам так и не довелось встретиться лично. Меня зовут Ник Кантин, частный детектив. Несколько лет назад юридическая фирма ББББ наняла меня, чтобы найти мисс Кейт Уокер и вернуть ее в Соединенные Штаты. Как вам должно быть известно, она числится в розыске по подозрению в нецелевом использовании денежных средств. Так, что у нас дальше есть? Задача. Исследуйте самоанализ, чтобы оценить ситуацию. Поговорить с Катюшей, рюкзак, ничего нет. Так. Я не поняла. У нас есть самоанализ какой-то. А ну-ка. Где мы вообще и кто мы? Еще один день тяжких трудов. Что будешь делать, Кейт? Господи, не верится, что прошел лишь год с тех пор, как меня прислали сюда. Надо выбираться, надо двигаться. Неважно куда. Хотя как? Новостей снаружи нет совсем. Кто-то знает, что я здесь? Господи боже, но кто-то же ищет меня. Разве нет? Разве нет? Так, получается, мы... Так, поговорили с Катюшей. Перепрыгнули во времени и стали другим человеком. Так, Катюша, объясни мне ситуацию, Хорошо пожалуйста. выспалась? Как медведь. Да, я слышала. Пора вставать, Катюша. По мне как будто танк проехался. Так, надзирательница Катюша. Ты в норме? А то. По 12 часов ковыряться на соляной шахте, надеясь найти осколки бивня. Лучше не бывает. Не сдавайся. Может, я дура, Кейт? И надо было слушать родителей? Пела бы себе спокойно в национальном хоре, так нет. Сколотила протестную панк-группу и угодила сюда. Зато у меня есть ты. Слушай, Катюша, мы выберемся, ясно? Да, как скажешь. Так, мы в тюрьме или как? Сегодня мы должны сменить оранжевую команду в галерее Си, верно? И не напоминай. Там все жестко. Изолированы и нет спас-команды. Причем завалы там происходят чаще всего. Надо идти, Катюша. То есть, что если охрана застукает нас без дела, когда мы должны быть готовы? Кто? Симона? Она не ангел, но и не хуже остальных здесь. Да. Совсем скоро я буду готова. Просто хочу получше отдохнуть. Давай, Катюша. За дело. Так, за Да, какое дело? Ладно. Подождите, стойте. 5 минут, не больше, да? Да. Ну ладно, я пока тут что-то тут поделаю. Так. Что это вообще? Что здесь происходит? Я не понимаю. Так, вот это что? Что? Так, стихотворение Пушкина. Так, угу. В глубине сибирских руд храните гордое. Так, хорошо. Это мы как бы читать не будем. Прокрутить. Хорошо. Это, в принципе, понятно. Так, вот это что? Подожди. Плектр Катюши. Это для скрипок, по-моему. Ух ты. Или гитара, например. Например, кстати. Пан-группа Катюши. С удовольствием встречусь с ними. Хорошо, все. Тут вроде бы у нас больше ничего нету. Давай умоемся пока. И пойдем работать. Искать какую-то руду.
Блин, что мы тут делаем? Вообще-то в разбитое зеркало не следует смотреться. Ну так, чуть-чуть тебе скажу просто. Ой. Не забудь свой талисман на удачу. Ты ведь всегда берешь его с собой. Он все, что у меня есть. У них вообще ресницы есть или как? Вы их ущипываете? Сердце Оскара. Так. Хорошо, хорошо, но что с этим? И что? Так, сейчас. Вот тут и что-то еще есть. Кодекс поведения. А ну-ка. Секция камеры, жильцы Катюша, ЗДВ, Кейт. Угу. Цвет, назначенный вашей команде, должен быть виден. Постоянное нарушение правил повлечет наказание. Квота добычи соли должна выполняться каждый день. Об обнаружении фрагментов мамонтов и других реликвий следует незамедлительно доложить сотрудникам. Следует уважать и подчиняться начальнице. Еда и отдых являются привилегиями, а не положенной нормой. В каждой камере положены привилегии 5 литров воды в день. Ого! А чё так плохо все? А почему все так плохо? Я хочу на волю. Можно и на волю? Нам надо поторопиться. Симона человек неплохой, но не стоит ее провоцировать. Да, так что давай. Здесь что-то есть. Подожди. Вот что это. Все, Что происходит? Хорошо с тобой. Держись рядом, Катюша. Ладно? Синяя! Эй, вам письмо. Это тебе, американка. Какая потечка. Спасибо. Ну, чё застыла? У тебя 5 минут посмотреть, что внутри. Иначе кое-кто злой придет за тобой. Ничего себе, блин. Пошла, поковыляла. Так, взять. Что нам пришло? Что это за посылочка? Покажи. Так, во-первых, вот это что? Это какой-то билет, походу. Билет на самолет до Нью-Йорка. Интересно. Музыкальный медальончик. Это принадлежало моей матери. Ребенком я обожала с ней играть. А кто тебе его прислал? Оливия Фостер, Нью-Йорк. И что же она прислала мне, учитывая нашу ссору после того, как я уехала с Гансом? Странно. Что? «23 августа 2003 года. Дорогая Кейт, где бы ты сейчас ни была, очень надеюсь, это печальное известие дойдет достаточно скоро, и ты успеешь завершить дела и вернуться в Нью-Йорк. Твоя мама, Сара Уокер, умерла прошлой ночью в госпитале Маунт-Синай. Последние месяцы ей было очень тяжело, и смерть стала облегчением. Похороны назначены через неделю, на четверг. Мы отложили церемонию, чтобы ты успела с ней попрощаться. Если не ошибаюсь, возвращение в Штаты означает для тебя неизбежные проблемы с законом. Иногда, Кейт, лучше отдать свой долг обществу, чем всю жизнь скрываться. И хоть раз отвлекись от своих бессмысленных, эгоистичных авантюр. Они уже отобрали у тебя семью и друзей. Умоляю, Кейт,
Приезжай домой и попрощайся с матерью. Позвони, и мы максимально облегчим твое возвращение. Высылаю кулон твоей мамы. По ее словам, ты любила его загадочную мелодию. Я обещала ей, что передам его тебе. Позвони мне, хотя бы ради нашей прежней дружбы. Оливия. 212-359-1519. Ваген, дом Роуз. Мост туманов, весна Какая ты 1937 молодец, год. Дана. Я так горда твоим выступлением на музыкальной площади. Мы найдем красивую рамку для твоего диплома. Спасибо, мама. Когда закончишь академию в следующем году, ты сможешь получить высшее образование в Парижской консерватории. Правда, Антон? Нет. Конечно, конечно. А затем ты станешь знаменитой пианисткой. Мы так горды тобой. Правда, Антон? Конечно. Конечно. Что-то знает, кроме, Очень конечно. горды. Жду с Так нетерпением. хочется увидеть Парижскую консерваторию, хотя я буду безумно скучать по вам. И, скорее всего, будет лучше тебе пока уехать из Вагина. Тяжелые Почему? времена для таких, как мы. И меня очень беспокоит твое здоровье. Хорошо, что Гер Густав согласился принять тебя летом в горном лагере. Да. Горный воздух точно пойдет тебе на пользу, дорогая. Кстати, ты отправила Геру Густаву письмо? В общем, я была так занята репетициями, что... Гер Густав предложил тебе работу, Дана. Разве это не стоит благодарности? Да, мама, сейчас напишу. Видимо, мы не очень хотим идти работать. Но давайте на этом приостановимся и увидимся уже в следующей части. Если вы хотите продолжение этой игрушки, то не забудьте поставить свой царский лайкосик и подписочку на каналчик. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.